Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Не так давно мы вместе с вами пересаживали вот эти два растения. Это Anthurium Pandola и Anthurium Dakota. Растения я приобрела у частного коллекционера. Пандола росла в грунте, слегка, скажем так, напоминающий грунт второго состава. Корневая была у него более-менее приличная, скажем так. Мы сразу посадили его вот в такой горшочек. На данный момент растение чувствует себя неплохо. Как видите, тронулось в рост. Заметно подросло, новые листики повыпускало. Что касается растения Дакота. Растение пришло в ужасном грунте. Мы так с вами не смогли определить, что это за грунт. То ли цветочный, то ли огородный, непонятно. Вот. Тем не менее, грунт был плотный, тяжелый. Корневая система у этого растения, можно сказать, отсутствовала. На вид растение было довольно-таки взрослое, но по размеру совсем-совсем маленькое, то есть не развивалось в этом грунте. Мы его пересадили с вами в грунт второго состава. На данный момент, как вы видите, Anthurium Dakota чувствует себя прекрасно. Выпустил молодые листочки. Вот они у нас какие. Заметно подрос и даже собирается у нас цвести. Вот цветочек у нас появился небольшой. Маленький, конечно, но тем не менее. То есть растение гораздо быстрее пошло в рост после пересадки. Как я за ними ухаживала? Во-первых, изначально они стояли под умеренным освещением. Затем я подставила его в тепличку, где высокая влажность воздуха и хорошее освещение. Первое время, пока они не тронулись в рост, подкармливала его, используя листовые подкормки, использовала макроудобрения с разным содержанием НПК и микроудобрения. Как подкармливать эти растения, антуриумы, есть у нас хороший пост на форуме. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Когда растения тронулись в рост, я уже начала производить прикорневые подкормки. Что хочу сказать. Я так считаю, что вот растению Пандола пока не стоит трогать. Горшочек вполне подходит под ее размер. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это присыпать чуть-чуть верхний слой грунта, так как вот появились воздушные корешочки здесь, и я считаю, что их надо присыпать. Это же растение Пандолу, я думаю, надо пересадить, Дакоту, пересадить в горшок уже большего размера. Как раз при пересадке мы с вами посмотрим корневую систему растения, что оно за это время у нас нарастило. Пересаживать мы будем методом перевалки. Итак, приступим. Для пересадки мы будем использовать грунт второго состава. Вот я уже его заранее приготовила. Напомню, это 3 части кокосового субстрата крупной фракции и 1 часть верхового торфа. Это растение, как мы собирались, мы его просто подсыпем. Напомню, что перед пересадкой, подсыпкой грунт надо обязательно отжать. Сверху вот так чуть-чуть присыплю, этого будет достаточно. Отлично. Далее у нас идет Дакота. Ее мы будем пересаживать, как я уже говорила, методом перевалки. Опять же, используя грунт второго состава и такой вот симпатичный горшочек. Казалось бы, да, горшок большой, но внутренний горшочек совсем не большой, совсем маленький. Он как раз широкий и невысокий. Все, что надо для антуриума. Единственное, что мне не нравится в этой конструкции, это вот такой вытянутый носик. Если при посадке через вот эти емкости, дырочки, грунт будет впитывать влагу, в случае, если мы забыли ее слить с нижнего поддона. И в результате нижняя часть грунта всегда будет находиться во влажном состоянии, что, кстати, не очень удобно и не очень правильно. Может навредить нашему растению. Поэтому, чтобы избежать
таких негативных последствий, мы будем использовать вот такую обычную сеточку. Вот. Мы ее положим на дно. Видите, что получилось? То есть вот это место будет соприкасаться с водой в случае, если мы оставили воду в поддоне, а уже сам грунт не будет. Итак, давайте посмотрим, что у нас с нашим красавцем. Опа. Втаскиваем. Ну что, прекрасная корневая система. Посмотрите. Так, с одной стороны, не очень хочется его так сильно крутить, чтобы не навредить. Ну, как вы видите, растение нарастило хорошие корни. Я бы так сказала, оставим пока. Поторопилась, конечно, я вытащить. Итак, на дно, напомню, сеточка и грунт второго состава. Обязательно отжимайте грунт. Во влажный грунт нельзя сажать. Мокрый. Грунт должен быть обязательно влажный, но не мокрый. Вот здесь у меня уже мокрый грунт. Такой нельзя использовать. Отжали. Чуть-чуть на дно я насыплю этого грунта. Добавлю микоризу. Так, чуть-чуть. В принципе, я ее уже использовала при посадке первый раз. Ну, сейчас чуть-чуть добавим. И опускаем наше растение. Так, далее опять же отжимаем. Текет. И свободное пространство заполняем грунтом второго состава. Видите, какая кокос, какой крупный фракция. Туда же его горшочек отжали. Оп. Все довольно-таки просто. Оп. Так. Еще сверху чуть-чуть подсыпем. Видите, сколько влаги. Ну вот. Отлично все получилось. Опускаем горшочек. Смотрите, как симпатично он выглядит. Растение у нас посаженное. Итак, одно растение мы подсыпали, одному растению подсыпали грунт, второе пересадили методом перевалки. Сейчас для этих растений будут созданы хорошие условия. Это высокая влажность воздуха, интенсивное освещение и хорошее питание. Что касается питания, так как растение пересаживалось методом перевалки, то производить прикорневые подкормки можно. Я, например, все свои растения вношу питательные вещества с каждым поливом. То есть и это растение также будет питаться с помощью прикорневых подкормок. Уважаемые подписчики и гости канала, хочется сказать, обязательно открывайте описание к видеоролику. Например, в этом видеоролике будет информация и ссылочка на тот видео, где мы пересаживали вот именно эти растения. Опять же будет ссылочка на форум, где мы рассказываем, как правильно подкармливать растения. То есть вся информация есть в описании к видео. Пожалуйста, открывайте, читайте, знакомьтесь. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.